Всем привет, с вами Виктория Ню, и в этом видео у нас новинки от компании Bon Pretty, а точнее 4 цветных гель-лака, новый штампик для стемпинга и пластина для стемпинга. Если вас что-то заинтересовало, оставайтесь со мной, и я желаю вам приятного просмотра. Также в этом видео сделаю простой, незамысловатый дизайн витражными лаками. Ну а пока давайте посмотрим, какие 4 цветных гель-лака мне прислали на обзор. Не так давно компания Bon Pretty обновила оформление своих стеклянных флаконов. Теперь на флаконах есть наклейка, которая пусть приблизительно, но все же указывает на цвет гель-лака внутри. Каждый флакон был тщательно зафальцован. За все время транспортировки ни один гель-лак не вытек. Первый цвет под номером 075 – это светло-бежевый оттенок с какими-то непонятными частичками. Стоит отметить, что вся эта коллекция у компании Bon Pretty рассчитана на то, что вы нанесли гель-лак и по итогу получили такую каменную текстуру на своих ноготках. Гель-лак под номером 075 по консистенции плотный, в 2 тонких слоя полностью перекрывает ногтевую пластину. Полимеризовала в 48-ваттной гибридной лампе в течение 30 секунд, все отлично просохло. После полимеризации на поверхности образуется дисперсионный слой. Ну и вот так смотрится цвет под номером 075 под глянцевым и матовым топом. Следующий цвет под номером 076 – это такой светло-лавандовый оттенок и также с мелкими крупинками. Данный гель-лак, в отличие от предыдущего, по консистенции менее плотный. Первый тонкий слой ложится с проплешинами. Второй тонкий слой ситуацию полностью исправляет, и поверхность становится равномерно окрашенной. Кстати, эти непонятные частички довольно равномерно распределяются по поверхности, и их там очень-очень много. К тому же, даже если там как-то так получилось, и они там скучковались, то ничего страшного. От этого эффект камня становится даже лучше. Ну и вот так смотрится цвет под номером 076 под глянцевым и матовым топом. Очень интересно было бы узнать, под каким топом именно вам нравятся эти цвета. Ну а как по мне, походу мое матовое настроение меня не покидает, поэтому мне нравятся эти цвета именно под матовым топом. Следующие 2 цветных гель-лака из коллекции Bon Pretty Pro. И тут прям уже такие фирменные стильные коробочки, нужно отметить, что оформление очень презентабельное. Изначально коробочки были плотно зафальцованы, и вы только посмотрите, какие красивые, матовые, стеклянные новые флаконы у компании Bon Pretty. Ключевое обозначение – матовые. Ну, согласитесь, всегда сочетание черного с золотом – это выглядит дорого-богато. Кстати, на донышке каждого флакона есть наклейка, которая указывает на серию и номер гель-лака. Цвет под номером 063 – это тоже светло-лавандовый оттенок, только без непонятных крупинок. Мне очень понравилось это оформление флаконов, и не потому, что они матовые. Основным плюсом для меня является то, что на каждой крышке есть прозрачный колпачок, в котором представлен действительный цвет гель-лака, точно такой же, какой и в самом флаконе. Тот самый момент, когда вам нужно найти необходимый цвет, эти самые колпачки заметно сокращают время поиска. На мой взгляд, это очень удобно. Ну и вот так выглядит цвет под номером 063 под глянцевым и матовым топом. Следующий цвет под номером 064 – это светло-сиреневый оттенок. Очень нежный, очень красивый цвет. И тут, в отличие от предыдущего цвета, в первый тонкий слой пигмент ложится неравномерно. Второй слой, конечно же, ситуацию исправит. Сушила данные гель-лаки я в гибридной лампе в течение 30 секунд. Все отлично просохло. После полимеризации на поверхности образовался дисперсионный слой. Насколько я поняла, компания Bon Pretty просто решили сделать разный формат флаконов. Белые флаконы по 10 мл, черные флаконы по 15 мл. А по консистенции и цветам и в той коллекции все одно и то же. Ну и вот сейчас на своих экранах вы видите 2 цвета рядышком, 063 и 064 под глянцевым и под матовым топом. Ну а дальше речь пойдет о дорогущем штампике для стемпинга. Ну, во всяком случае, сейчас цена на него, на мой взгляд, какая-то завышенная. Безусловно, оформление коробочки выше всяких похвал. Первый раз вижу, чтобы так оригинально упаковывали штампик.
Выдвигаю коробочку, и вот он, пластиково-силиконовый помощник для стемпинга. Когда я первый раз на сайте увидела эту новинку и посмотрела на цену, я подумала, что, наверное, за такую цену какая-то часть этого штампика будет стеклянной. Но, увы. Сам штампик состоит как бы из 3 частей: съемная рукоятка, штампик и крышка к нему. Вставленная силиконовая подушечка диаметром 3,8 см. Подушечка довольно упругая, ну и вот буквально слегка липкая. Мне вот после того, как я ее пощупала, мне прям сразу стало интересно, как она будет работать. Также в коробочке со штампиком идет небольшой контейнер с декором для этого самого штампика. И вот тут я прям залипла. Оргстекло переливается всеми цветами радуги. Оно еще разной формы, разной огранки. В общем, я сразу решила, да, конечно, в видео я украшу ими штампик, а потом благополучно выну и, ну, скажем так, украшу штампик чем-нибудь попроще. В общей сборке штамп далеко не маленький, по высоте он выше даже, чем двойной двухэтажный штампик. Безусловно, оригинально, но за такие деньги, может, он еще и из обычного отпечатанного рисунка делает реверсивный стемпинг. Чуть позже проверим. Кстати, в комплекте со штампиком идет фирменный пластиковый скребок от компании Bomb Pretty. Найти его можно на дне коробки. Так вот, могу тут сразу сказать, что это один из моих самых любимых скраперов. Размер, пластичность, износостойкость. В общем, мне всегда приятно работать именно с такими скребками. Ну а тестировать штампик мы будем на пластине для стемпинга от Bomb Pretty Artist L012. Пластина размером 6 на 12 сантиметров на подложке, изначально с защитной синей пленкой. Перед применением эту синюю пленку нужно обязательно снять. На пластине представлены абстрактные композиции с очертаниями лиц. Также есть очертания губ и глаз. Множество тонких линий, очень много мелких элементов, да и в целом композиции настолько замысловатые, что вот глядя на пластину, не сразу понимаешь, где и что выгравировано. Тем не менее, несмотря на это, как вы сами сейчас можете видеть, штампик без проблем справляется со своей задачей. И вот уже на типсе композиция, ну, скажем так, выглядит более читаемой. Пока вы наблюдаете за отпечатыванием еще нескольких рисунков с пластины, по поводу пластины могу сказать следующее. Все композиции длинные, рассчитаны они, на мой взгляд, все-таки на длинные ноготки. Конечно, можно попробовать разместить половину композиции, но в этом случае общая картина, она полностью теряется, и на маленьких ноготках это все будет выглядеть как вот просто какая-то каляка-маляка. На первый взгляд пластина мне абсолютно не понравилась, но во время тестирования я все-таки изменила свое мнение, и мне даже захотелось сделать несколько дизайнов. Ну и вот так вот выглядят еще несколько отпечатанных рисунков с пластины L012. Что касаемо штампика. Оригинальный? Да. Удобно держать в руках? Да, действительно не соскальзывает. По поводу подушечки силиконовой. На мое удивление, очень хорошо справляется со своей задачей. Вот я не думала, что настолько упругая подушечка так хорошо будет поднимать лак для стемпинга. Есть крышка. Это, безусловно, плюс для хранения силиконовой подушки. И все бы хорошо, но вот половину обзора закрывает рукоятка. И для меня это очень неудобно. То есть мало того, что у меня и так прицел сбит, а тут еще нужно вот как-то так вот извернуться, там вот сбоку как-то присмотреться и только после этого вот как-то отпечатывать. И то по большей части я отпечатывала, можно сказать, наугад. На мой взгляд, это такой по большей части коллекционный штампик для красоты. Рабочим штампиком, любимым для меня, так и остается двойной двухэтажный. Ну а теперь давайте сделаем дизайн. На штампик я отпечатываю, на мой взгляд, очень интересную композицию. Легким перекатом, без малейшего нажима. Как вы сами сейчас можете видеть, рисунок идеально отпечатался.
Также для этого дизайна мне понадобятся витражные лаки. Задумка в том, чтобы лица оставить не раскрашенными, а вот вокруг лиц сделать такой как бы размытый фон, скажем так. Витражными лаками я делаю такие разводы прямо на штампе. Единственное, стараюсь не касаться очертания лиц. При этом витражные лаки, они немного скатываются на штампе. В этом нет ничего страшного. От этого вот этот фон будет еще более интересным. Даем лаку немного подсохнуть, можно до конца не сушить, так как если даже на типсе или на ноготке вот этот фон немного расплывется, это даже будет лучше, так как четкого контура вот этих самых разводов мы не добиваемся. Типс я перекрыла бескислотным праймером, и через минуту на этот самый липкий слой от праймера я и переношу рисунок. А вот теперь нужно обязательно дождаться, пока лак хорошо просохнет. И только после этого я перекрываю дизайн сначала базой, а затем топом. Угадайте, каким? Ну, конечно же, матовым. Ну что ж, вот такой видеообзор у меня в итоге получился. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Я с удовольствием с вами пообщаюсь. А если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. Ну а я желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!